Друзья, скоро, совсем скоро, День влюбленных, и мы приготовили для вас подарок. 50% скидку на все уроки и на все курсы. Мы сейчас готовим новый курс. Вот в преддверии его выпуска мы решили устроить такую акцию. Она проработает 3 дня. Я проводил мастер-класс на Академичке, выпускал короткие ролики, минутные. Мы были очень плотно заняты с утра и до позднего вечера. То натюрморт мы пишем, то просмотр устраиваем. И физически не было возможности отвечать на ваши вопросы. Они скопились, и я с удовольствием отвечу на некоторые вопросы. Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали, и ставить лайки, это важно. Ну и комментируйте, задавайте вопросы. Итак, Слава, сделайте ролик, урок про как нарисовать форму конструктивно. Так есть же урок, курс целый, рисунок головы. Сейчас, кстати, вот объявил, скидка будет. Посмотрите, конструктивный подход. Пожалуйста, сделайте такой ролик. В общем, сделал. Он состоит из 8 уроков. И в нем пошагово объясняется на примере рисования носа, глаза, губ там, и так далее, детали головы, конструктивный подход к рисунку. Еще один вопрос от юзера, видимо, потому что имени не вижу. Разве не может мешать конструктивный рисунок в живописи пейзажа, натюрморта, фигуратива, если его выполнять в импрессионистическом стиле? Наоборот, вы знаете, так как вроде там в импрессионизме, там у них не конструктивные формы стараемся показать, а свет, цвет, воздух, мимолетное впечатление. Свет, воздух, цвет не имеют же конструкции. Ну да, так они же падают-то на конструкцию, этот свет. Он же на конструкцию падает. Ну да, такое прочтение. Так, не имеет конструкции материальной, как коробка, шарик. Ну да, а глаза, что, не шарик? И так далее. Но ими можно имитировать изображение впечатления. Вот. То есть, что важнее должно быть для нас, художников, импрессионистов, как все устроено, сконструировано или как выглядит. Я много раз замечал, по первости, вот когда поступил в Строгановку, когда проникся конструктивным рисунком, я замечал во многих работах коллег, художников, не конструктивистов. Руки они рисуют, как сосиски такие, без костей. Просто сосиска такая, шарики такие, знаете, надутые. Тоже касается архитектуры, например. То есть такое выдается, что, мама дорогая, человек институт закончил, не бум-бум вообще в перспективе, а форматы, да, цвет, импрессионизм, нормально. Но не туда, не в то место. Это как будто ты берешь кашу, и мимо рта ты хочешь покушать. Кладешь мимо рта, мимо конструкции. Ну, так и будет в живописи. Вот это все мимо. Смотреть-то невозможно, когда мимо. Но это вы будете шить рубашку, вместо рукавов пришьете штанину, приторочите, как у Райкина, помните? Есть такая интермедия про портного. Очень весело. То есть мне совершенно удивительно, почему-то я имени не вижу даже, кто такой вопрос задал. Мне даже совершенно просто в голову не приходит, как можно конструктивный рисунок, в нем видеть как бы помеху для живописи импрессионистической. Я же вижу, хорошо, может быть, я такой уродец, но потому и в палате на койке справа лежу вместе с такими же. Ну, вы, конечно же, в других отделениях, наверное, сосредоточили свои выставочные образцы, картины и так далее. Ну, и, может быть, вы и пишете из дома литераторов, например, дом жур. Ну и вот. И, ну, хорошо, я такой человек, что конструкция мне помогает. И
еще не встречал такого человека, кстати, кому она мешает. Почему? Объясняю. Потому что мышление кубом, вот этой коробкой, помогает и дерево нарисовать, вы знаете. Почему? Потому что сверху эта коробка, куб, ну, древесная вот эта вот листва, освещена больше, чем сбоку и чем снизу. А там уже рефлексы. Ты мыслишь конструкцией этого дерева, этой кроны, этой трапеции, потому что ты кладешь мазки, рисуя нос, пиша, выписывая. Ну, по форме, чтобы все это площадка носа была, а не просто импрессионистический мазок, как бы где-то. Но так и будет, так живопись будет, а не живопись. И потом эта конструкция, эта коробка, это мышление кубом. Ты во всем видишь простые формы. Она же находится еще в пространстве, вот эта вот бритва. И ее же нужно понимать, как она в этом пространстве крутится. Чтобы вот эта площадка была, например, вот видна не так вот, не полностью развернута, а вот именно вот чуть-чуть. Это за счет того, что ты мыслишь кубом, плоскостями. И тогда мазки будут в импрессионистическом стиле, в любом стиле положены на форму, ибо живописец пишет форму посредством цвета. Василий ДМБ. Вячеслав, благодарю вас за разъяснение по поводу конструктивного рисунка и светотени. Я нашел Николай Фешин «Мысли об искусстве». Вот труд, значит, есть такой. Я посмотрю. Прочитал и уяснил для себя, что конструктивное рисование предпочтительнее светотеневого. Только хотел добавить, что один из способов конструктивного рисунка – это рисование на просвет. Ну да, конечно. Как будто бы объекты стеклянные такие, прозрачные. Ты быстрее научишься чувствовать, рисуя, например, кисть, ты видишь локоть. Или рисуя глаза, уши, там, нос и все такое, ты чувствуешь затылок, как он проворочен, извините, проверчен. Так, значит, на просвет, когда предметы, объекты представляются прозрачными, вы об этом забыли сказать. Ну, я об этом говорил еще раньше. Ну, я же не могу все время трындеть одно и то же. Хорошо, спасибо, что вы, Василий ДМБ, об этом сказали. Теперь мы все знаем вместе с вами, что рисовать конструктивно – это рисовать как будто бы форма прозрачная, это очень помогает. Лепить очень хорошо. Тогда ты научаешься трехмерно видеть объекты. Я напомню, друзья, что 2 числа в Петербурге я проведу 1 день класса. Будем рисовать чудесный вид с веранды на Неву. Ну и в мастерской тоже попишем натюрморты. Ну, будем как-то чередоваться, потому что на террасе помещается 15 человек, а в мастерской 5. Ну, в общем, поместимся. Почему я предлагаю приехать? Ну, тем, кто заинтересован. 3 в 1. Раз – класс, 2 – Суриков, большая выставка, по-моему, в Русском музее, можно посмотреть, объемная. И 3 – это Фешин плюс Эрзи в Академии художеств имени Репина. Предлагаю приехать, значит, так, чтобы в пятницу туда сходить, на Фешина, а в субботу уже под впечатлением поработать на классе. Так что в воскресенье на Сурикова пойдем. Юрий Капранов. Вячеслав, подскажите, пожалуйста, как вы решаете вопрос с засыханием темперных красок после работы? Ведь даже в плотно закрывающейся палитре они подсыхают. Ну, есть такое, если не работать ими каждый день. Да, достаточно раз в месяц открыть эту коробку и пульверизатором запульверизировать водичкой. Ну, так, обильно. Ну, подсыхают, конечно, что же делать. Ничего, просто насыпать столько, чтобы не жалко было потом еще подсыпать. Печальная новость в конце этого ролика. Ушла из жизни Татьяна Шульженко. Она была с нами в группе в Провансе.
Она долго боролась с неизлечимой болезнью, не верится, что ее нет. Светлая ей память.